Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Наталья. Сегодня в этом видео я хотела бы сделать обзор на такую популярную и недорогую линейку краситель для бровей и ресниц. Данная линейка называется Levisim. Вы все ее хорошо знаете, она распространена в продаже в российских магазинах. Данная линейка красителей для бровей и ресниц принадлежит испанской компании Nirval. Данная марка занимается производством средств для окрашивания профессионального волос, производством профессиональных средств именно для волос. Это кератиновые всякие уходы, химическое выпрямление волос, кератиновое восстановление волос, химическая завивка. Также в линейке средств от Nirval есть такая линейка средств, она называется Levisim. В данную линейку средств также входит вот данный краситель для ресниц и бровей. Также в этой линейке есть уходовые средства, средства для химической завивки ресниц. Также здесь есть и косметические средства для оформления бровей. Также в данной линейке широко представлены такие средства, как по уходу за кожей лица, кожей тела, скрабы, тоники, маски. То есть это очень-очень насыщенная такая линейка. Но в России она представлена в очень урезанном виде. Некоторые из этих средств можно найти в интернет-магазинах, на Озон, по-моему, на Беру, Wildberries и так далее. Если вам интересно, вы можете зайти на официальный сайт бренда Nirval и посмотреть, что входит вообще в эту линейку. Это очень-очень интересно. Также еще хочу заметить, что в России представлена именно линейка Lash Color от Levisim для окрашивания бровей и ресниц. Но также у данного производителя есть и специальная линейка только для окрашивания бровей. В России она не представлена, но я хочу немножечко о ней рассказать, так как я считаю, что это могло бы быть интересно для мастеров-бровистов, так как считаю красители в этой линейке профессиональными. Данная линейка называется Eyebrow Color. Она состоит из 10 красителей, и также в данную линейку входят два оксиданта. Один идет как 3%, другой идет как 6%. Также в линейке данных оттенков есть 4 основных цвета, да, которые вот окрашивают кожу и волоски на бровях. В этой линейке идут два цвета для осветления волосков на бровях до 3 уровней, они не окрашивают кожу. И также в этой линейке есть 4 цвета, которые можно использовать для добавления цветовых нюансов. Краситель. Если честно, очень бы хотелось попробовать эту линейку. Я знаю, что она продается на украинских сайтах. Если кто-то из Украины, напишите, пробовали вы эту линейку и как она вам. Также в этой линейке есть несколько вспомогательных средств, которые тоже могли бы быть интересны бровистам. Это такой eyebrow cleanser. Это такое средство для предварительного очищения кожи и волосков на бровях перед окрашиванием. Также в этой линейке представлено средство, оно называется Eyebrow Color Out. Это такое специальное средство, которое может удалять пигмент с волосков и с кожи, если вы неправильно подобрали цвет, неправильно сделали окрашивание, например, сделали его не в той тональности, либо слишком получился темный оттенок. Данное средство это как вот такая смывка, которую используют обычно парикмахеры, когда хотят удалить пигмент искусственный из волоса. Также в линейке данных средств есть такое средство, как Eyebrow Color Remover. Это уже средство для снятия пигмента именно с кожи. Также в линейке данных средств есть и специальные средства для осветления волосков на бровях. Оно называется Eyebrow Deco Gel. Это такой вот аналог, как у рефлектоцила, такой осветляющий гель для волосков на бровях. Также в эту линейку входят карандаши для оформления бровей и фиксирующий гель. Итак, далее я хочу перейти непосредственно к той линейке, которая представлена в России. Она называется Lash Color. В основном эта краска предусмотрена для окрашивания ресниц, поэтому она идет с таким щадящим оксидом, но данную краску можно и окрашивать брови тоже. В моей коллекции есть только 3 цвета, я потом объясню почему. Линейка данного красителя состоит из 5 оттенков. Оксид, который идет для данного красителя, он идет в
проценте 1,8. Также в линейке данного красителя есть и специальный крем защитный для защиты кожи при окрашивании ресниц. Линейка данного красителя предназначена в основном для окрашивания ресниц, но она также подходит, как утверждает производитель, и для окрашивания волосков на бровях. Данный краситель дает легкий след на коже, но хочу отметить такую вещь, что он дает очень стойкий цвет на коже, потому что я пробовала данную краску на своей коже 5 дней назад, и вот до сих пор есть такой след, и его вообще невозможно стереть никакими ни ремуверами, ни скрабами, ни пилингами, то есть он прям вот очень такой ведучий, несмотря на то, что процент оксида используется маленький. Хочу на это обратить ваше внимание, потому что при смешивании, да, вот краски и вот этого оксида, краска окисляется медленно, и когда вы наносите на брови, я советую делать перед этим разметку, так как данный краситель прям въедается в кожу, и нужно именно в процессе окрашивания выкладывать очень-очень ровно и четко вот эту линию границы краски, потому что если вы начинаете там тереть какой-то кистью либо ремувером, это уже невозможно стереть, и когда вы наносите, вы не видите границу, по которой вы наносите, потому что этот краситель, он такой кремовый, полупрозрачный. Это вот такой вот нюанс при нанесении данного красителя, который нужно учитывать. В отличие, например, от рефлектоцил, который можно подправлять там кисточкой, палочкой. То есть, и он, в принципе, его можно стереть обычным ремувером. Но в целом краска имеет щадящий состав, в нее входят протеины пшеницы и масло босвелли. Также оксид, который применяется, он является щадящим для тонких волосков и для волосков ресниц и бровей. Также хочу сказать, что pH оксида является 4, а самой краски pH 9. Если сложить сюда эти два показателя, поделить на 2, то получается 6,5. Это нейтральный pH, то есть данная краска еще и имеет нейтральный pH при смешивании. Также еще хочу отметить такую немаловажную деталь, что нумерация оттенков краски идет по международно принятой. Первая циферка — это уровень глубины тона, а вторая циферка — это указывает на дополнительный цветовой нюанс. Советую это учитывать при выборе тона красителя, потому что на коже, хочу заметить, они могут давать более светлый оттенок, чем на волосках. Например, цвет графит при определенной выдержке может давать просто такой черный оттенок. Например, темно-коричневый тоже способен сильно давать темный оттенок волосков, так что будьте с этим внимательны при определении уровня глубины тона, который нужно вам при окрашивании. Итак, давайте далее поговорим непосредственно об оттенках, которые входит в данную линейку. В данную линейку входит 5 оттенков. Первый оттенок — это черный, он идет под номер 1, он дает насыщенный черный цвет на волосках. В основном его используют для окрашивания ресниц, но также вы можете использовать данный оттенок для окрашивания бровей холодных брюнеток, у которых очень светлая такая белая кожа с холодным оттенком, во внешности которых нет никакой намека на теплинку. Следующий оттенок — это оттенок истине черный, он идет под номером 1-6, а по-английски он называется Bluish Black. Данный оттенок предназначен непосредственно только для окрашивания ресниц. Я бы советовала окрашивать ресницы данным оттенком блондинкам, либо после ламинирования ресниц, либо при химической завивке ресниц. Для окраски бровей данный оттенок не применяется. А данный оттенок замешан на таком синеватом пигменте. Так как вот еще хочу сказать про оттенок Black, он замешан на фиолетовом пигменте, и он дает фиолетово-черный отпечаток на коже, а оттенок Bluish Black дает синевато-черный отпечаток на коже. Следующий оттенок — это оттенок графит, он идет под номером 1-1. Данный оттенок, он является дополнительным оттенком для углубления тона и также для ухладнения тона основного цвета. Данный оттенок идет на фиолетовой холодной базе, он дает насыщенный цвет на коже,
я бы посоветовала. Также данный оттенок в зависимости от времени выдержки может давать от серого цвета, да, на волосках и вплоть до черного. То есть данным цветом можно окрашивать брови. Данным оттенком можно окрашивать в чистом виде брови холодных брюнеток, да, вот так же, как и оттенком номер 1. Уровень глубины тона, который дает данный оттенок на волосках, идет под номером 1, это черный. В зависимости от выдержки он может давать от серого цвета на бровях и до черного. Также данный оттенок можно применять для окрашивания бровей обладателям седых волос. Также он может подойти для окрашивания бровей пепельным блондинкам, либо холодным блондинкам, но с временем выдержки не более 5 минут. То есть нужно смотреть, насколько он затемняет волосок уже в процессе окрашивания. Также данный оттенок можно использовать и для окрашивания бровей теплых брюнеток, но с миксом вот с таким вот цветом, то есть добавлять немного коричневого оттенка. Как дополнительный цвет данный оттенок следует вводить от 5 до 30%, но не более, так как он способен сильно затемнять волосок. Также данный оттенок используют для ухладнения тона. Для ухладнения тона его достаточно добавить либо 5, либо 10% к основному тону. Следующий оттенок, про который я хотела бы рассказать, это светло-коричневый цвет. Он идет под номером 7-7. По-английски он называется Light Brown. Данный оттенок идет на такой теплой красновато-коричневой базе. Он хорошо подходит теплым блондинкам, теплым русым девушкам. Также в зависимости от оттенка волос можно им окрашивать и девушкам с рыжими волосами брови. Также данный оттенок можно использовать как дополнительный для утепления цвета, либо для нейтрализации зеленоватого подтона холодного цвета. Данный оттенок в чистом виде подойдет теплым блондинкам, теплым русым девушкам и обладателям рыжих волос. В зависимости, конечно, от того оттенка, который идет на волосках. То есть рыжий цвет, он тоже может быть разным. Также еще хочу отметить, что данный оттенок дает красивый, такой естественный оттенок на бровях. Следующий оттенок это коричневый цвет. Он идет под номером 3-7, по-английски brown. Данный оттенок идет на желтовато-зеленоватой базе. Такой же оттенок он дает на коже. В чистом виде он подойдет для темно-русых девушек, для среднего шатена и для холодного шатена. Далее я хочу рассказать о популярных миксах, которые существуют в данной краске. Также я хочу заметить, чтобы вы не воспринимали данные миксы как единственно возможные, а воспринимали их как отправную точку для изучения колористики красителя Livesym. Первый микс, о котором я хочу поговорить, это микс на основе светло-коричневого 7,7 плюс графит 1:1 в соотношении 90 к 10%. Также соотношение с графитом можно варьировать от 5% до 30%, но не более, в зависимости от того, какую глубину цвета вы хотите получить. Также хочу отметить, что графит здесь является дополнительным таким цветом, который ухладняет, светло-коричневый. Данный микс хорошо подходит для холодных блондинок, для пепельных блондинок, для холодного русого оттенка. Следующий микс идет также на основе цвета Light Brown, и мы туда добавляем капельку цвета Brown в соотношении также 90 к 10. Данный цвет получается такой более теплый, более насыщенный, даже есть какая-то оранжевинка в этом цвете. Данный цвет хорошо подойдет для рыжих девушек, для таких пшеничных блондинок, для теплого русого оттенка и для светлого шатена. Также в зависимости от того, насколько вы хотите сделать насыщенный данный цвет, либо сделать его более глубоким, можно количество цвета браун увеличить от 10 до 30%. Также в данный микс можно добавлять и цвет графит для того, чтобы углубить
оттенок данного цвета, в зависимости от того, какой оттенок конечный вы хотите получить. Следующий популярный микс, о котором я хотела бы вам рассказать, это микс цвета Light Brown и Brown в соотношении 1 к 1, то есть 50 на 50. Данный микс подойдет для рыжих девушек, для таких теплых ореховых шатенок, либо просто для шатенок. Если вы хотите углубить, да, данный цвет, вы также можете добавить капельку графита в данный микс. Также еще хочу заметить, что те выкрасы, да, на прядях, которые я показываю, они у меня немного светлее, так как я выдерживала немного меньше времени, чтобы показать вам, как изменяется цветовая амплитуда и палитра, и глубина цвета, то есть чтобы ярче показать оттенок, о котором я рассказываю. Последний популярный микс, о котором я хотела бы вам рассказать, он идет уже на основе оттенка Brown, он идет как 90%, и плюс оттенок графит, он уже идет здесь как 10%, но его также можно варьировать, даже от 5 до 30%, но когда вы добавляете 30%, это уже получается сильное затемнение волоса, будьте с этим осторожны. Данный микс, он уже идет для холодных шатенок, для темно-русых. Также данный оттенок может подойти для теплого брюнета. Хочу отметить такую немаловажную деталь, что при долговременной укладке бровей, то есть после долговременной укладки бровей, время выдержки мы уменьшаем на 50%, то есть 2 раза. А для светлых девушек вообще стоит наносить на минимальное количество времени, может быть на 1 минутку, чтобы ни в коем случае не перетемнить волосок. Либо выбирайте более светлый микс для окрашивания бровей после долговременной укладки. Также хочу отметить, что не стоит изменять соотношение красителя и оксида, он по инструкции идет 1 к 1. Также не советую использовать неродные оксиды, так как многие, я знаю, используют атрифектоцила, 3% оксид, так как вы можете ошибиться с интенсивностью цвета и с цветовой гаммой, да, этого цвета. Известно, что большее количество оксида дает более холодный оттенок, меньшее количество дает более теплый оттенок, но также это влияет на стойкость цвета на волосках. Также при большом количестве оксида цвет может пятнить на волосках, а стоит это учитывать. Никогда не нарушайте технологию. Также время выдержки составляет 15 минут. По технологии данной краски не стоит нарушать время выдержки, кроме тех случаев, о которых я вам рассказывала ранее. Из плюсов данного красителя я хочу отметить это натуральность оттенков. Данный краситель хорошо подходит для блондинок, для русых, то есть для русого типа внешности. Он дает натуральные красивые оттенки на волосках. Из минусов данного красителя я бы отметила, что здесь нет дополнительных оттенков для коррекции цвета, для коррекции теплоты цвета, да, как вот есть Vibro Color, о котором я рассказывала ранее. Также данным красителем, несмотря на то, что в зависимости от оттенка волос, да, он может подходить рыжим девушкам, но если вы имеете, например, окрашенные волосы в ярко-рыжий, либо в яркий красный оттенок, либо в такой ярко-медный, либо бургунди, то я думаю, что данный краситель не подойдет для окрашивания такого рода девушек. Также нету какого-то цвета для какого-то такого тоже яркого каштана, насыщенного. Также минусом данного красителя является то, что графит сильно уходит в затемнение. В отличие, если сравнить с графитом, который есть у Reflectoцил, который, наоборот, высветляет оттенки, а здесь графит работает как затемнитель такой. Также большим минусом данного красителя это то, что срок годности открытого тюбика с красителем является 1 месяц. Если у вас так получилось, что у вас эта краска перележала, вы можете открыть
посмотреть, окислился ли внутри краситель. Если не окислился, вы можете его использовать на свой страх и риск, но я, конечно, не советую нарушать время выдержки, особенно если вы работаете на клиента. На сегодня это все, что я хотела рассказать о Livisi. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, кто любит данную краску, либо кто ее не любит. Также пишите те, кто пользовался другой линейкой Livisi Eyebrow Color. Мне будет очень интересно, я бы хотела ее тоже попробовать. На этом я хочу с вами прощаться. До новых встреч и всем пока-пока!